Металлоискатель Minelab Vanquish 540 – это старшая модель из линейки Vanquish. Простой, но мощный. Работает на технологии Multi-IQ. Благодаря этой технологии прибор одинаково хорошо видит крупные и мелкие цели на любых типах почв. Комплектуется катушкой 12 на 9 дюймов. Работает на 4 аккумуляторах типа 2А. Возможно использовать батарейки такого же типа. Батарейный отсек находится в блоке управления. Рассмотрим элементы управления и дисплей. На лицевой панели находится кнопка включения и выключения, подсветки дисплея, регулировки громкости, регулировки чувствительности, настройки маски дискриминации, кнопка выбора режима поиска, кнопка принять отклонить цель, Pinpoint, кнопка включения и выключения маски дискриминации, Bluetooth и дисплей. Вверху над дисплеем находится шкала идентификации целей. Это подсказка для вас. Она наглядно показывает, какие цели могут находиться в данных сегментах, какие они будут иметь значение в VDI и звуковой отклик. Металлоискатель Minelab Vanquish 540 имеет 5 тонов озвучки и 25 сегментов дискриминации. При включении металлоискатель Minelab Vanquish 540 автоматически отстраивается от электропомех. При обнаружении цели мы слышим звуковой отклик, а значение VDI выводится по центру на дисплее металлоискателя. Таким образом, мы примерно понимаем, какая цель находится у нас под катушкой. Первым низким тоном озвучиваются цели с VDI от минус 9 до 0, и сюда попадают цели из черных металлов. Вторым тоном озвучиваются цели с VDI от 0 до 10. Третьим тоном озвучиваются цели с VDI от 10 до 16. Сюда попадают цели из цветного металла с низкой электропроводностью, например, фольга, алюминий, золото. Четвертым тоном озвучиваются цели с VDI от 17 до 30. Пятым тоном озвучиваются цели с VDI от 30 до 40. Сюда попадают цели из цветных металлов с высокой электропроводностью, например, медь и крупные серебряные монеты. Помните, что точные позиции разрыва тона могут немного различаться на разных программах. На дисплее слева от значения VDI мы видим установленный уровень чувствительности. Чем выше чувствительность, тем больше глубина обнаружения металлоискателя. Всегда выбирайте самый высокий уровень чувствительности, при котором металлоискатель работает стабильно. В некоторых условиях при максимальной чувствительности появляются ложные сигналы от грунта. При возникновении подобной ситуации чуть снизьте чувствительность, и они пропадут. Чуть ниже находится уровень громкости металлоискателя. Индикатор Bluetooth, подсветки дисплея и заряда батареи. Справа индикатор глубины залегания цели. Состоит он из 5 треугольников, каждый из них равен 5 см. Если при обнаружении цели горит один треугольник, значит цель под катушкой находится на глубине 5 см. Если горят 5 треугольников, цель находится на глубине 25 см. Данные показатели актуальны для небольших целей, например, для монет, а максимальная глубина на крупные цели может достигать до 1,5 метров. Еще правее на дисплее находятся режимы поиска. Minelab Vanquish 540 имеет 4 режима поиска. Монеты. Режим монеты используйте для замусоренных мест, он имеет самую высокую скорость восстановления, и вы легко сможете отличить цели цветного металла от металлического мусора. Маска дискриминации для этого режима отсекает все цели из черного металла, железные, и мелкие цели из цветмета и не озвучивает их. Реликвии. Режим с максимальной глубиной обнаружения на крупные цели, такие как каска или гусеничные траки, но при этом имеет низкую скорость восстановления. Не рекомендуется использовать этот режим для поиска монет и украшений, особенно на замусоренных участках. Украшения. Режим с максимальной глубиной обнаружения, а скорость восстановления имеет чуть ниже, чем режим монеты. Используйте в местах без скопления металлического мусора. Маска дискриминации для этого режима отсекает от поиска только цели из черного металла, железные, и не озвучивает их. Пользовательский режим. Данный режим предназначен для сохранения вашего любимого режима поиска с собственной маской дискриминации. По умолчанию маска дискриминации отсекает все цели из черного металла и широкий спектр цветного мусора, такого как фольга, язычки от банок и крышки от бутылок. Сохранение пользовательского режима. Выберите один из 3 предустановленных режимов поиска. При необходимости настройте громкость, чувствительность или маску дискриминации под свои задачи. После того, как все необходимые настройки выполнены, нажмите и удерживайте кнопку выбора режима в течение 5 секунд. На экране появится буква ST, и вы услышите звуковой сигнал. Отпустите кнопку. Ваши настройки сохранены в слоте пользовательского режима. Эти настройки сохраняются и после выключения металлоискателя. Работа с маской дискриминации. Во всех программах Minelab Vanquish 540 вы самостоятельно можете изменять маску дискриминации под ваши задачи. Чтобы быстро и полностью открыть маску дискриминации, необходимо нажать клавишу включения и выключения маски дискриминации. А чтобы выборочно отредактировать маску, перемещайте курсор с помощью клавиш настройки маски дискриминации
а с помощью кнопки «Принять, отклонить цель» редактируйте маску. Настройки индикации железа. По умолчанию для функции индикатор железа установлено высокое значение, что позволяет металлоискателю более точно идентифицировать и отделять большие или сложные по форме железные цели. Vanquish 540 позволяет установить низкий уровень индикации железа. Это позволяет детектору лучше находить монеты среди плотного ковра железного мусора. Для того, чтобы настроить индикацию железа на низкий уровень, нажмите и удерживайте кнопку «Все металлы» в течение приблизительно 2 секунд. Значок индикатор железа появится на дисплее в области чисел, чтобы показать, что уровень низкий. Чтобы вернуть высокое значение индикации железа, нажмите и удерживайте кнопку «Все металлы» в течение 2 секунд. Когда индикатор железа установится на высокий уровень, значок индикатора железа исчезнет. Сброс параметров до заводских. При выключенном металлоискателе нажмите и удерживайте кнопку выключения до тех пор, пока на дисплее не появится символ AFP. Отпустите кнопку включения. Настройки сброшены до заводских. Подключение Bluetooth наушников. Любые стандартные наушники или наушники Bluetooth можно использовать с Vanquish 540. Для того, чтобы подключить беспроводные наушники ML80 к металлоискателю Vanquish 540, нажмите на блоке управления на кнопку Bluetooth. Значок Bluetooth появится на дисплее. Далее нажмите на кнопку включения наушников ML80 и удерживайте в течение 3-5 секунд. Вы услышите звуковой сигнал. Это означает, что ваши наушники подключены к металлоискателю. Настройки регулировки громкости железа. Обратите внимание, что данная функция появилась на прошивке 1.6.1. Для того, чтобы узнать прошивку вашего металлоискателя, необходимо подключить его к компьютеру и использовать дополнительный софт от компании Minelab. Для того, чтобы отрегулировать уровень громкости железа, необходимо зажать клавишу включения и выключения маски дискриминации, а клавишами регулировки громкости отрегулировать громкость железа. Для эффективного поиска старайтесь держать катушку металлоискателя как можно ближе к земле. Делайте проводку так, чтобы следующий мах катушки перекрывал наполовину предыдущий. Для определения центра цели при обнаружении сигнала проведите несколько раз катушкой над целью. Металлоискатель издаст звуковой сигнал, когда цель будет находиться ровно по центру катушки. Развернитесь на 90 градусов по отношению к цели и совершите еще несколько махов. На перекрестии двух прямых будет находиться цель. Еще один способ определения центра цели – воспользоваться режимом Pinpoint. Для этого необходимо нажать на клавишу Pinpoint, удерживать ее и делать проводку над целью. По приближению катушки к цели звук будет нарастать, и вы сможете определить центр.